Всем привет! Наверное, все знают, что есть такой очень авторитетный китайский инсайдер ICE. Напоминаю, он сообщал нам всегда точную информацию о многочисленных смартфонах и датчиках изображения компании Samsung. Инсайдер опубликовал точные характеристики таких гаджетов, как Redmi K40, K50, а также Xiaomi 12. И вот сегодня он сделал очень интересное заявление о долгожданном флагманском камерафоне под названием Xiaomi 12 Ultra. Он уверяет нас, что миллионы фанатов, а также простых пользователей получат скоро нереально крутой камерафон. По качеству фотографий камера Xiaomi 12 Ultra приблизится к зеркальным камерам так близко, как до нее не удавалось камере ни одного другого смартфона. Не правда ли очень громкое заявление? Также уже сейчас известны практически все технические характеристики долгожданного смартфона Xiaomi 12 Ultra. Итак, основные фишки его — это отличный AMOLED LTPO 2.0 экран, датчик изображения Sony IMX800, 48-мегапиксельная фронтальная камера, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, ну и, конечно же, цена. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Начну с камеры смартфона Xiaomi 12 Ultra. Все знают, что компания Vivo, Sony и Nokia объединили усилия с Zeiss для создания идеальной камеры. Компания Oppo и OnePlus выпускают свои телефоны, разработанные совместно с Hasselblad. Компания Huawei была вместе с компанией Leica. Но на днях представитель китайского технологического гиганта Huawei официально заявил следующее. Дословно. Мы можем подтвердить, что сотрудничество между Huawei и Leica, то есть нашими двумя компаниями, закончилось 31 марта. Что случилось? Почему это произошло? Дело в том, что Лу Вейбинг, занимающий пост президента Xiaomi и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo информацию о том, что теперь они будут вместе с компанией Leica. Также этот дядька заявил о том, что это сотрудничество откроет новую эру мобильных изображений. То есть все идет к тому, что мы будем получать очень крутые камерафоны от компании Xiaomi. Смартфон Xiaomi 12 Ultra станет первым гаджетом, который будет использовать новый флагманский датчик изображения от компании Sony, а именно IMX800. В настоящий момент он проходит финальное тестирование. Он имеет производительную автофокусировку, а также должен обеспечить качественную работу в, конечно же, условиях недостаточного освещения. И это очень хорошее решение на 2022 год, можно сказать, топовое. По имеющейся информации, оптический формат Sony IMX800 составит более 1 дюйма. При этом датчик будет иметь разрешение всего 50 мегапикселей. А это является одним из самых больших датчиков на рынке. Вспомогательные датчики смартфона Xiaomi 12 Ultra выступают 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 48-мегапиксельный телеобъектив. Ну, достаточно неплохое решение. Основная камера предложит 120-кратный зум. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 48 мегапикселей. Xiaomi 12 Ultra получит отличный дисплей на 6,73 дюйма разрешением 3200 на 1440 пикселей, который будет
будет использовать панель AMOLED LTPO 2.0. Напоминаю, LTPO выступают улучшенной альтернативой широко распространенных LTPS дисплеев. Это позволит дисплею адаптивно подстраивать частоту обновления до 120 Гц. Если на экране долгое время отображается нечто абсолютно статичное, то частота обновления может быть понижена даже до 1 Гц. То есть очень топовый, крутой экран. Телефон получит аккумулятор емкостью 4900 мАч. Он будет поддерживать 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. То есть просто сумасшедшие показатели. Остановимся на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решений. Первый фактор. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла и так далее. То есть 2 аккумуляторные батареи. Второй фактор. Поддержка зарядки мощностью 120 Вт требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. То есть системная плата, потом идет аккумулятор, потом кабель, потом зарядное устройство, и все это должно быть топовое. Третий фактор. Дефицит комплектующих. Топ-менеджеры Xiaomi сетуют на то, что на рынке нет контроллеров зарядки. Причем их не купить, даже если заплатить чуть-чуть больше. Гаджет получит мощным энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. То есть смартфон стал мощнее, но держит батарею намного больше. Теперь о самом главном. Стоимость Xiaomi 12 Ultra составит 6000 юаней, что примерно $945. В Европе базовая версия Xiaomi 12 Ultra будет стоить 1000 евро. Ну что же, ребята, как вы знаете, компания Xiaomi недавно провела большую презентацию, где мы получили очень интересный фитнес-браслет. О нем, кстати, я рассказывал в прошлом ролике. Это Xiaomi Mi Band 7. Очень интересное решение. За какие-то плюс-минус $35 мы получаем практически все, что нужно требовательному пользователю. Но Xiaomi 12 Ultra нам не показали, и все-таки мы его скоро получим. Вы должны понимать, что в данном смартфоне компания Xiaomi сделает все самое топовое, которое есть сейчас вообще на рынке. Это и LTPO 2.0 AMOLED экран, это и самый мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, это и камера Sony IMX800 совместно с компанией Leica. То есть вы можете заметить, что действительно компания Xiaomi с каждым годом не сидит на месте, выпускает все лучше и лучше свои смартфоны, гаджеты и так далее. Вот такие дела. Ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.